Привет, Арми. Тэхён недавно поздравил нас на Уиверс с наступлением лунного Нового года, который в Корее начинается 17 февраля. Это очень важная дата, и Тэхён хотел поделиться этим особенным моментом со всеми нами. Его сообщение было простым, но полным нежности. Надеюсь, у всех будет счастливый лунный Новый год, обязательно ешьте таггук. Таггук – это традиционный суп, который едят во время этого праздника, чтобы привлечь удачу на весь год. Тэхён всегда заботится о нас, и поэтому он напомнил нам об этом важном обычае своей культуры. Многие люди очень ценят этот жест, он показывает, как сильно он о нас заботится. Тэхён известен своей высокой чувствительностью и тем, как чисто и искренне он выражает свои эмоции. Вместе со своим сообщением Тэхён поделился несколькими фотографиями, которые поразили всех своей красотой и чувствами, которые они передают. На этих снимках мы видим Тэхёна в очень естественной обстановке, демонстрирующего свою особую сторону, характерную для него вне сцены и перед профессиональными камерами. Эти фотографии позволяют нам увидеть другую сторону его личности. Более интимную и личную связь, которую он обычно не показывает на публике. Глядя на эти фотографии, мы чувствуем особую связь, которую ему всегда удается установить со своими поклонниками, его способность передавать эмоции, не говоря много слов. Именно поэтому многие люди чувствуют себя обязанными ответить ему взаимностью и той же любовью, которую он всегда проявляет к нам. Связь между Тэхёном и Чингуком мы замечали на протяжении многих лет, и она, кажется, становится все крепче с каждым взаимодействием, каким бы тонким оно ни было. Теперь поговорим о другом моменте. Одна из самых запоминающихся фотографий – та, которую Тэхён сделал на пешеходном мосту Наксапхён, прекрасном месте в Сеуле, откуда хорошо видна башня Намсан, одна из важнейших достопримечательностей города. Этот снимок обладает чем-то особенным, что отличает его от других, которыми он поделился. Фотография была сделана во время снегопада. Согласно метеорологическим данным, это может быть первый снегопад в Корее в декабре 2025 года. Это прекрасный момент, который Тэхён решил запечатлеть и поделиться с нами. При ближайшем рассмотрении многие понимают, что место, где был сделан снимок, находится всего в 10-15 минутах от дома Чингука. Эта географическая близость вызвала множество предположений среди фанатов, не как неоспоримая истина, но как интересная возможность для размышлений. Мост Наксапхён – это необычное место, с него открываются захватывающие виды на город, и он стратегически расположен в районе, известном своей тихой, но значимой атмосферой. Это место кажется особенным, как будто каждая деталь хранит свою историю. Саллаль – это корейский лунный Новый год, очень особенное время, когда семьи собираются на несколько дней, делятся традиционными блюдами и желают друг другу удачи в наступающем году. Это значимый момент. Тэхён подходит поприветствовать нас, желая нам года, полного радости и успехов. Во время празднования мы также видим моменты единения между Тэхёном и Чингуком, особенно когда они вместе делают открытки к Саллалю. Они сидят рядом, чувствуя себя комфортно, словно мир вокруг них медленно исчезает. Когда они рисуют на открытках, их руки несколько раз соприкасаются, возможно, случайно, возможно, из-за естественной близости, которая развилась за эти годы. Чингук смотрит на рисунок Тэхёна и искренне хвалит его, говоря, что он прекрасен, что ему нравятся детали, которые Тэхён вложил в него. Тэхён улыбался каждый раз, когда получал комплимент. Нежная улыбка, теплая, полное доверие. Такой простой момент казался более значимым, чем большие слова. Что было наиболее поразительно, так это то, как они могли находиться среди такого количества людей, но при этом создавать свое собственное маленькое пространство, тихий мир, где были только взгляды, улыбки и молчаливое понимание. Во время игры в Саллаль, когда все были сосредоточены на соблюдении правил и совместном смехе, Тэхён внезапно поднял телефон, чтобы сфотографировать Чингука не из-за камеры, не из-за официального момента, а потому что он хотел сохранить это маленькое воспоминание. Даже если поза была неловкой, даже если это была не его очередь, для него был важен именно этот момент. Их взгляды всегда были особенными, между ними всегда чувствовалась неизменная теплота, ощущалось взаимное стремление. Когда Чингук делал что-то смешное, он рефлексивно искал взгляды Тэхёна, словно желая убедиться, что человек, которого он больше всего ценил, тоже смеется, и Тэхён всегда обращал на это внимание, говоря более мягким тоном, проявляя внимание к мелочам.
Эти простые вещи заставляли многих видеть в их отношениях нечто глубокое, нечто, построенное на протяжении времени, опыта и совместной жизни. Каждое торжество, каждая прямая трансляция, каждая фотография становились частью долгой истории, которую они строили вместе. Речь шла не о громких заявлениях, не о каких-либо подтверждениях, речь шла о постоянстве, о том, как они всегда были рядом друг с другом, о том, как они росли вместе в меняющемся мире. Их близость казалась естественной, не натянутой, не искусственной. Когда Саллаль ушел из жизни и стал воспоминанием, остался лишь образ двух фигур, поддерживающих друг друга, сидящих рядом, делящихся смехом, делящихся молчанием. Их отношения отражали важность настоящей дружбы, постоянной поддержки и глубокого уважения. Им не нужны были показные жесты, потому что мелких деталей было достаточно, чтобы рассказать историю. В конце концов, отношения между Тэхёном и Чингуком известны своей простотой, стабильностью, искренностью, которая излучается без необходимости долгих объяснений. Это связь, строившаяся день за днем, с доверием, заботой и преданностью. Для любого, кто наблюдает, их история служит примером того, как два человека могут расти вместе, укреплять друг друга и создавать воспоминания, которые останутся навсегда. Их стабильность оставляет неизгладимое впечатление, доказывая, что самые крепкие связи формируются небольшими моментами, а мелкими деталями, которые остаются неизменными с течением времени. И когда мы говорим об этих мелких деталях, мы начинаем понимать, что именно в них и кроется наибольший смысл, не в свете софитов, не в блистательных концертах или аплодисментах тысяч людей, а в том, как они ждут друг друга, оглядываются назад, убеждаются, что с другим все в порядке. В каждой прямой трансляции, в каждом празднике, в каждом, казалось бы, простом, непринужденном моменте всегда есть общий ритм. Тэхён и Чингук двигаются с таким взаимопониманием, которое не нуждается в объяснении. Если один смеется, другой улыбается в ответ. Если один молчит, другой поддерживает теплую атмосферу. Их близость никогда не кажется натянутой. Она плавная, нежная, постоянная. Многие могут воспринять это как совпадение, случайное взаимодействие двух лучших друзей. И действительно, настоящая дружба всегда является самым прочным фундаментом. Но в том, как они заботятся друг о друге, есть что-то, что трогает многие сердца. Не потому, что это драматично, не потому, что это преувеличено, а потому, что это искренне. Когда Тэхён стоит на мосту, а вдали мягко светится башня Намсан и мягко падает снег, эта сцена кажется метафорой. Огромный город, суетливый мир, и все же посреди всего этого есть тихое пространство, которое он выбирает для запечатления. Простой, но значимый момент. И когда мы вспоминаем, как Чингук всегда ищет взгляды Тэхёна, как Тэхён неосознанно наклоняется немного ближе, потому, как смягчаются их голоса, когда они разговаривают друг с другом, мы понимаем, что такая связь не строится за одну ночь. Она рождается со временем, из общего опыта, из смеха, из трудностей, из долгого пути, который они прошли в составе BTS. Годы работы в стрессовой индустрии, напряженный график, высокие ожидания, неизбежные перемены – все это может отдалить людей друг от друга, но в их случае время укрепило их. Они растут не только как артисты, но и как личности, которые понимают друг друга. Саллаль приходит и уходит каждый год, принося молитвы, надежды и новые начала. Но что отличает его от других, так это то, с кем мы решаем разделить эти моменты. Тэхён решает приветствовать нас, напоминать нам о Такгуке, делиться фотографиями, позволять нам заглянуть в свою жизнь, и в то же время он делит пространство, смех и единение с Чингуком. Эти маленькие моменты, открытки, которые они нарисовали вместе, едва заметное прикосновение рук, откровенные фотографии, сделанные тайно, все они становятся частями более масштабной истории, истории двух людей, которые поддерживают друг друга и находят утешение друг в друге в мире, который никогда не бывает по-настоящему тихим. Многих тронули не предположения, не ярлыки, не домыслы, а постоянство. То, как они оставались неизменными год за годом. То, как они по-прежнему искали друг друга в комнате, полной людей. То, как они по-прежнему обменивались теми же улыбками, что и в первые дни. Есть спокойствие в наблюдении за отношениями, построенными не на сенсациях, а на простой привычке заботиться, ждать, понимать. И, возможно, именно поэтому многие чувствуют с ними связь. Потому что в мире, полном скорости и перемен, видеть двух людей, которые остаются поддерживающими друг друга, дает ощущение стабильности.
В конце концов, остается не теория, не долгий анализ, а теплое чувство, которое возникает каждый раз, когда мы видим их рядом. Чувство, что среди толпы есть два сердца, движущиеся на одной частоте, две души, находящие утешение в присутствии друг друга. И, возможно, в этом и заключается истинный смысл всех этих моментов. Не в том, чтобы что-то доказать миру, речь идет не о том, чтобы объяснять то, что не требует объяснений, а о том, чтобы ценить красоту в мелочах, о том, как время может укрепить связь, о понимании того, что истинную близость не нужно объявлять, ее можно просто почувствовать. С годами, с новыми праздниками, новыми песнями, новыми путешествиями, одно остается неизменным. Тэхён и Чингук нашли друг друга в свете, в снегу, в смехе, в тишине. А для тех из нас, кто наблюдает издалека, возможно, наша задача – не гадать, не делать выводов, а ценить, наслаждаться моментами, которые они выбирают разделить, отвечать взаимной искренней поддержкой и молитвами. Потому что в конце концов, самые крепкие отношения строятся медленно, день за днем, через неизменные мелочи, и в каждом взгляде, каждой улыбке, каждом теплом моменте с Аллали мы видим образ двух людей, растущих вместе, укрепляющих друг друга. И оставляя за собой след воспоминаний, которые будут жить в сердцах многих, историю, которую не нужно рассказывать вслух, ибо она говорит сама за себя, нежную, но непоколебимую, сквозь время.